Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, обязательно ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться». В наших видео есть много интересной и полезной информации. Тема сегодняшнего видео – почему мы сильно устаем от людей, даже от тех, кого мы любим. Тему эту рассмотрим сквозь призму колеса жизненного баланса. И я хочу начать с очень важного утверждения, которое поможет вам понять, что же все-таки происходит. Стресс, тревога и депрессия возникает тогда, когда мы живем, чтобы угодить другим. Это сказал один очень известный человек. Кто знает, кто это сказал, пожалуйста, напишите в комментариях. Для нас будет интересно очень понять, как вы следите за нашими видео и насколько вы вовлечены в этот процесс. Итак, мы часто устаем от того, что находимся в кругу своего окружения, если не соблюдаем основные правила колеса жизненного баланса. Основное правило колеса жизненного баланса говорит о том, что наше счастье зависит от того, как правильно мы распределяем время между нашим отдыхом и работой, как правильно мы распределяем свое время между нашей вовлеченностью и переключением на другие занятия. О всем этом мы сейчас подробно расскажем. Я вам сейчас перечислю те факторы, которые сильно влияют на то, что мы сильно устаем даже от тех людей, которые для нас являются самыми любимыми, и сразу дам ответ, как это можно исправить. Кому удобен формат этого видео, вопрос, ситуация, которая требует решения, и мгновенный ответ, пожалуйста, напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат. Итак, почему мы устаем от людей, даже от тех, кого мы любим, и мы очень сильно устаем? Чаще всего на это влияет очень важный факт, когда мы перезагружаемся стимулами, то есть когда мы находимся среди значимых людей, и у нас нет возможности восстановить ту энергетику, которую мы расходуем на этих людей. И для того, чтобы этот вопрос решить, существует сфера яркость жизни. И те люди, которые уделяют сфере яркости жизни постоянное внимание, они, как правило, очень редко заходят в стадию эмоционального, физического и профессионального выгорания. Поэтому, чтобы с вами не случилось перегрузка стимулами, пожалуйста, планируйте в сфере яркость жизни свое личное время, где вы способны восстановить тот ресурс до необходимого уровня, который вам необходим в соответствии с вашими планами. Те, кто не понял эту фразу, я объясню. У вас на следующей неделе спланированы какие-то планы, они могут быть более-менее плотные, они могут быть не сильно плотные. Все зависит от вашего состояния. Тем, кто смотрит колесо жизненного баланса первый раз, еще раз напомню, если мы находимся в состоянии 8-10, следующая неделя может быть плотной. Мы все успеем, обязательно сделаем и даже не устанем. Если вы находитесь в состоянии 4-8, значит, вам очень важно, чтобы соблюдалась последовательность, очень важно, как были вовлечены ваши единомышленники, подрядчики и прочее, и поэтому любая попытка отклониться от плана чревата тем, что некоторые планы по срокам достижения могут быть съеханы на одну неделю, на 1-2 дня, но это не критично в рамках квартала. Если вы находитесь в состоянии 0,4, пожалуйста, не ставьте на следующую неделю много планов. Вы понимаете, что 1-2 задачи, решенные в следующей неделе, это супер классно, супер молодцы, и поэтому, исходя из своего состояния, обязательно корректируйте свое время, выделенное на ваши планы, и время, выделенное на отдых. Следующий фактор, который сильно влияет на то, как мы устаем от других людей, даже наших любимых и очень симпатичных, это нехватка личного пространства. Все мы понимаем, что близкое нахождение с другими людьми – это соприкосновение со сферой окружения и друзья, и эта энергетика, особенно низкое состояние друзей и окружения, которые находятся в состоянии 0,4, оно сильно влияет на вас. Если вы не тренированы в колесе жизненного баланса, вы людям в состоянии 0,4 начинаете непроизвольно помогать, стараетесь их мотивировать. На это уходит часть вашего времени, часть вашей энергетики. В конце концов, наступает такой момент, когда вы чувствуете, что у вас нет времени на уединение, вы чувствуете постоянную усталость, вы чувствуете нарушение со сном, и у вас не хватает ни пространства, ни времени для того, чтобы восстановиться. Вы чувствуете раздражение, то есть вы опускаетесь в состояние 0,4. Ваша энергетика уже не в состоянии помочь всем. Вам нужно или выбирать приоритеты, или еще раз проработать сферу друзья и окружения. И ближний круг окружения он должен состоять из людей, ваших единомышленников, которые разделяют ваши жизненные планы, которые при любых обстоятельствах выбирают и поддерживают именно вас, которые при любых обстоятельствах внешней среды скажут, что вы самый лучший человек. Вот такие должны быть единомышленники.
практики. Третий пункт, который очень сильно влияет на нашу истощаемость, это эмоциональное выгорание. Я о нем уже говорил. Для того, чтобы с эмоциональным выгоранием как-то бороться, как-то понять его первые признаки, у нас есть в сфере духовный рост и творчество очень важный фактор хобби. Как только мы понимаем, что наше хобби перестало приносить нам то былое удовлетворение или радость, мы понимаем, уже первые признаки эмоционального выгорания настали, нужно больше отдыхать, нужно больше переключаться, нужно больше находиться в среде вовлеченных людей. У каждого есть своя какая-то уже отработанная привычка, как из этого состояния выходить. Я еще раз напомню, что эмоциональное выгорание иногда бывает от того, что мы слишком часто много заботимся о других, решаем задачи за других людей, мы не восстанавливаем личные ресурсы, мы чувствуем, что даже в теплых отношениях мы не чувствуем себя комфортно, мы не чувствуем вот этого момента расслабления. Это первые признаки эмоционального выгорания. Но, к счастью, с эмоциональным выгоранием можно работать. Смотрите наше видео в плейлисте «Колесо жизненного баланса для продвинутых пользователей». Там эта тема разобрана достаточно подробно. Следующий, четвертый пункт, почему мы устаем от людей, даже от тех, кого любим, это не совпадение энергии. То есть это не совпадение жизненных ценностей. Я уже говорил, сколько бы мы с этими людьми не находились вместе, как бы мы друг другу там рационально не подходили, вы всегда чувствуете, что эти отношения вас опустошают. Они вас опустошают, потому что вы в этих отношениях отдаете больше, чем другой человек. Вы чувствуете, что в ваших жизненных ценностях есть очень глубокое противоречие, поэтому всегда таких людей отправляете на более дальнюю орбиту. Да, с ними можно контактировать, но примерно один раз в году в данном случае опустошение не наступает. Но если вы уже в силу разных обстоятельств готовы на кардинальный разрыв с этими людьми, остаетесь с ними в дружеских отношениях, но если есть возможность не пересекаться, вы с ними не пересекаетесь. Пятый пункт, почему мы отстаем от людей, он один из самых распространенных, но очень редко встречается, чтобы его кто-то озвучил. Это подсознательная тревога. Подсознательная тревога – это когда ваша интуиция обрабатывает ваши данные, но они противоречат вашим жизненным ценностям, и возникает вот такая вот усталость от ожиданий и внутренних конфликтов. То есть у вас есть планы, вы понимаете, чтобы реализовать эти планы, вы что-то не успеваете другое, поэтому проработка колеса жизненного баланса периодически один раз в квартал позволяет вам избавиться от этих внутренних конфликтов. И следующий момент, проработка колеса жизненного баланса позволяет вам избавиться от привычки находиться в нужной роли для окружающих людей, которые вас не ценят. То есть вы для них делаете что-то хорошее, что-то ожидаемое, но в ответ нет ни благодарности и, наоборот, вот чувство вины, которое они вам внушают, те, кто смотрит наши видео, то есть в состоянии любви, которая называется пустая любовь, у вас всегда будет возникать чувство вины. И если вы чувствуете вину, находясь в определенных отношениях с любимым мужчиной, с любимой женщиной, вы должны понимать, что чувство вины – это первый признак пустой любви, это затянувшиеся отношения, в которых партнер не берет себе ответственность за то, чтобы прилагать какие-то усилия. И здесь следующий момент. Чувство вины очень сильно съедает вашу энергетику, потому что вам не озвучили, в чем заключается ваша вина. Вы включаете внутреннего критика, и внутренний критик обязательно находит те моменты, когда вы сделали маленькую оплошность, но наказание следует, как будто это самый тяжелый грех. Чтобы избавиться от чувства вины, опять прорабатываем свою сферу яркой жизни, прорабатываете свою сферу духовный рост и творчество, и вы понимаете, что ваша ценность для определенных людей очень высока, потому что эти люди всегда будут выбирать вас, а те люди, которые хотели вашими воспользоваться, вашими возможностями, вашей любовью, вашим хорошим расположением, они проявили себя, и это для вас лишний повод пересмотреть отношения с этими людьми и понять, что, наверное, вы по своим жизненным качествам гораздо лучше, чем они, и вам стоит встречаться только в редких случаях, когда, вот, как говорится, нужда приспичит. Шестой пункт, почему мы часто устаем от тех людей, которых любим, это непрожитые эмоции. Когда мы не можем выразить свои эмоции, в предыдущих видео я уже говорил, что наше чувство эмпатии или наше чувство эмоционального переживания должно быть такое, чтобы мы своему близкому человеку могли рассказать не только о радостных моментах,
чем хотят женщины делиться, но также рассказать о своих горестях, о своих проблемах, о своих переживаниях, и при этом, независимо от того, что вы были правы в ситуации или не были правы в данной ситуации, любимый человек, любимый мужчина должен вас поддержать, оказать всяческую поддержку. Это то, к чему мы стремимся. Но поскольку наш путь насыщенный и тернист к нашему профессиональному и личному долголетию, вы должны понимать, сначала мы все идем через пробу своих личных переживаний, потом мы начинаем применять теорию колеса жизненного баланса на практике, и теория колеса жизненного баланса говорит о том, что вам нужно находиться в состоянии 8-10, когда другие люди видят вас опору и восхищение, чем находиться в состоянии 0-4, когда вы сами находитесь в тяжелом состоянии, еще вынуждены решать проблемы других людей. Итак, 7-й пункт, который мешает нам реализовать свои планы, то есть мы устаем до того, как мы начали реализовать свои планы, это слияние в отношениях. То есть мы в отношениях находимся созависимых. Я еще раз напомню, что у нас состояние, где мы очень находимся в невыгодном положении, то есть любовь без перспективы – это состояние нелюбви, состояние влюбленности, состояние роковой любви и состояние пустой любви. Тем, кто любит это рассмотреть в последовательности, я еще раз повторю, в последовательности. Это не любовь, следующее состояние – влюбленность, следующее состояние – пустая любовь, и последнее состояние – это роковая любовь. Все эти состояния объединены одним признаком, там низкая близость, то есть склонность к полигамным отношениям. В этих отношениях мы очень сильно устаем, потому что нам кажется, что, вложив в отношения огромное количество сил, времени и ожидания, мы надеемся, что любимый мужчина на эти отношения ответит взаимностью. Но этого не происходит. В отношениях границы размыты. Собственные желания отодвигаются, то есть вы личные свои планы отодвигаете, стараясь помочь вашему мужчину, которому вы выбрали, уделить больше времени. Кажется, что вы должны быть опорой в этих отношениях, но этого не происходит. Возникает ощущение потери себя и, как следствие, очень сильная усталость, за что ваш человек, который для вас казался любимым и очень перспективным, дарит вам очень классное чувство недоверия. Вы получаете огромный заряд вины, с которым приходится работать не один год. И вдобавок из состояния влюбленности вы выходите из состояния пренебрежения. То есть к вам относятся как к самому такому низкому человеку, который там ни на что не способен, только он понял эту любовь. Поэтому будьте внимательны, когда вы находитесь в созависимых отношениях. Смотрите наше видео, оно является мотивирующим, где мы рационально и эмоционально объясняем о том, что в эти состояния можно попасть для того, чтобы понять, что это ваш опыт. Но не следует долго находиться, потому что из этих состояний очень тяжело выходить. Ваши планы нарушаются или отодвигаются на 1, 2, 3 года. Следующий пункт, почему мы часто отстаем от людей, это социальные сценарии и роли. Все мы находимся в обществе под влиянием очень сильных сценариев. Все наши сценарии условно находятся в сфере друзья и отношения. Это поддержание образа идеального партнера, ответственного родителя. Можно привести в пример еще образ веселого друга или там такой вот озорной подружки. Все это требует ресурсов, которые не всегда вы можете дать, да и в принципе не все могут оценить вот этот образ, который в принципе в самом начале несет хорошую социальную роль, но если это противоречит вашим жизненным принципам, или вы очень сильно в это вкладываетесь, это очень плохо, потому что окружающие, которые дарят вам чувство вины, пренебрежения или чувство недоверия, они обозначают свою жизненную позицию. И за счет несовпадения жизненных позиций ничего хорошего из этого не происходит. Вы еще раз вкладываетесь с большими усилиями, но получаете еще большее чувство вины, пренебрежения или чувство недоверия. Поэтому всегда находитесь в отношениях, когда присутствует высокая близость, высокая ответственность и высокая страсть. Это всегда повод и хороший шанс построить счастливые отношения. Последний момент, который я хотел озвучить, почему мы часто устаем от людей, это потребность нашего мозга в отделении. Почему? Потому что мы чередуем время отдыха, сна, работы. Нам важно, чтобы отдельные компоненты мозга не выходили на пик своей максимальной производительности.
если мы находимся в состоянии 0,4 и 4,8. В состоянии 8-10 мы никогда не устаем, и вы должны понимать, настало чувство усталости, это, скорее всего, мы в состоянии 0,4. Что нужно сделать? Немножко отдохнуть, понять, что заряжает, что дает нам силы. Это могут быть какие-то места силы. Но я всегда уже говорил и повторюсь, нам всегда нужно приходить к такому состоянию, где мы сами становимся источником энергии, то есть переходим в стадию наставничества и таким образом воодушевляем других людей. Помощь другим людям тоже повышает наш уровень гормонов и дает нам возможность быть примером для окружающих, как можно выходить из этих трудных ситуаций. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео, почему мы устаем от людей, даже тех, кого любим. У нас есть 3 сферы, которые очень сильно влияют на степень нашей усталости. Самая важная сфера, если вы ее прорабатываете, сфера яркой жизни, она позволяет решить там 30-50% ваших задач, связанных с эмоциональным выгоранием. Сфера духовный рост и творчество помогает вам выбрать тех людей, которые будут вас всегда поддерживать. То есть у вас будет своя группа надежной поддержки, которая сама увидит первые признаки вашего эмоционального, физического и профессионального выгорания и будет стараться создать вам условия, при которых либо вы сами восстановитесь от этого состояния, либо не дадут упасть вам в более низкое энергетическое состояние. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Наше видео является мотивирующим, поэтому у вас обязательно все получится. Я в вас верю.